Детство и юность. Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области, ныне территории Гагаринского района. Семья, как и многие в те времена, жила скромно и честно трудилась. Отец Алексей Иванович работал плотником, а мать Анна Тимофеевна трудилась на молочнотоварной ферме. Именно на фоне предвоенной подготовки и жестоких испытаний Великой Отечественной войны прошло его детство. Едва успев стать школьником 1 сентября 1941 года, Юрий вскоре столкнулся с тяжелыми испытаниями, оккупацией деревни немцами и выселением. Несмотря на это, семья Гагариных сохранила стойкость и силу духа. После окончания войны в 1945 году они перебрались в город Гжатск, будущий город Гагарин. Здесь Юрий продолжил свое обучение. Стремление к знаниям сопровождало Юрия и дальше. После завершения учебы в ремесленном училище в городе Люберцы он поступил в Саратовский индустриальный техникум. Именно в этот период, в 1954 году, Гагарин начал занятия в аэроклубе. За 2 года он налетал около 43 часов, постепенно закладывая фундамент для своей будущей карьеры в авиации. Интересно, что Юрий никогда не был связан с княжеским родом Гагариных, что он сам неоднократно подчеркивал. Но его характер бесспорно был княжеским по стойкости и стремлению к мечте. Каждый час в кабине самолета укреплял уверенность в выборе пути, вел к новым высотам и испытаниям, которые вскоре покажут настоящую звезду на небосклоне космонавтики. Путь в авиацию. 16-летний Юрий Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум летом 1951 года. Этот техникум, созданный 5 января 1945 года на базе училища номер 2, специализировался на подготовке мастеров производственного обучения. Несмотря на строгую систему, здесь скрывались первые ключи к мечте Юрия — полетам. В октябре 1954 года Юрий вступил в стены аэроклуба, где с энтузиазмом освоил современные учебные самолеты По-2, УТ-2 и Як-1-18. За плечами постепенно рос налет, и каждое мгновение на высоте наполняло его жизнь новым смыслом. Блестяще окончив аэроклуб 27 сентября 1955 года, он уже 7 октября того же года отправился в Первое Чкаловское военное авиационное училище летчиков. В стенах училища, где царил дух непрерывной дисциплины, Юрий познакомился с Валентиной Горячевой, удивительной девушкой, ставшей его верной спутницей. Мечты о небе и поддержка Валентины наполняли его жизни особыми красками. Несладкая служба на военном аэродроме Лукьяновка в Саратове стала неотъемлемой частью его жизни, проверкой на стойкость и стремление. В это время Юрий укреплял навыки, не сдаваясь перед новыми вызовами. Однако впереди его ждали испытания, которые откроют двери в совершенно иной мир, полный неожиданностей и великих свершений. Отбор в космонавты. Начало нового десятилетия, март 1960 года, ознаменовалось историческим событием. По приказу главкома ВВС СССР был сформирован отряд из 20 кандидатов для подготовки к полету в космос. Юрий Гагарин оказался среди этих избранных обладателей выдающейся физической выносливости и первоклассных летных навыков, особенно работы на самолете МиГ-15 БИС. Процесс отбора включал строгие критерии. Кандидаты должны были иметь рост не выше 170 сантиметров, вес не более 72 фунтов, обладать моментальной реакцией и устойчивой психикой. Помимо этого, будущие космонавты прошли через многочисленные медицинские, интеллектуальные и психологические испытания, разработанные специально для космической миссии. Что выделяло Гагарина помимо его профессиональных качеств, так это удивительная способность сохранять спокойствие в сложных ситуациях и быстро принимать решения. Эти качества в сочетании с его скромностью и отзывчивостью сделали его очевидным лидером среди кандидатов. Как участник полета на борту космического корабля «Восток-1», стартовавшего 12 апреля 1961 года, Гагарин первым разрушил земные оковы атмосферы, отправившись навстречу звездам. Его полет продолжался 1 час и 48 минут, завершившись приземлением в районе деревни Смеловка в Саратовской области. После возвращения ему были присвоены звания майора и героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Подготовка к полету, несмотря на все трудности, открыла двери к невероятным достижениям, однако не менее захватывающие события и испытания ожидали впереди, обещая стать настоящим испытанием даже для такого титана, как Гагарин. Подготовка к полету.
Подготовка Юрия Гагарина к историческому полету началась 3 марта 1960 года, когда он был зачислен в группу кандидатов. Первые занятия стартовали 25 марта на центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе, и уже скоро они перебрались в звездный городок. Готовились все, но лишь немногие понимали, какой весит на них груз ответственности. Центрифуга и камеры для имитации различных условий стали настоящими испытаниями. Это были не просто тренировки на выносливость. Здесь проверялись реакции организма на предельные перегрузки и условия невесомости. Одним из самых сложных элементов была психологическая подготовка. Осознание стресса, быстрота и четкость реакции, ориентирование в экстремальной ситуации – все это требовалось для того, чтобы быть готовым покорять неизведанное. Гагарин проявлял недюжинные способности во всех аспектах подготовки. Он удивлял инструкторов умением сохранять спокойствие в сложных испытаниях и отличной физиологической готовностью. Весь год шло неумолимое движение к дате, обозначенной в календаре историю, заветному дню 12 апреля 1961 года, когда человечество впервые покинет пределы родной планеты. Юрий Гагарин стал героем, которого мир запомнил на века. Первый его полет с 31-часовым нахождением на орбите стал знаковым событием в мировой науке и изменил курс истории навсегда. Но впереди его ждали новые вызовы и приключения, которые также сыграют важную роль в его жизни. Тайна выбора Гагарина. Когда в начале мартовских дней 1960 года был создан первый отряд из 20 отобранных пилотов, задача стать первым человеком в космосе стояла перед этими кандидатами, как величайший вызов. Среди них был Юрий Гагарин, который не только отвечал строгим физическим критериям, его рост составлял не более 170 сантиметров, а вес не превышал 72 фунта. Эти параметры были критически важны для обеспечения безопасности в ограниченном пространстве космического корабля. Однако физические данные – лишь часть уравнения. Гагарин выделялся поразительным спокойствием и способностью сохранять самообладание даже в самых стрессовых ситуациях. Его профессионализм, дисциплина и интеллектуальные способности сделали его очевидным лидером в отряде. Выбор именно его был продиктован не только профессиональными достоинствами, но и тем, что он происходил из простой крестьянской семьи, что идеально соответствовало идеологическим концепциям советского общества. Политические соображения также играли значительную роль. Полет Гагарина был символическим утверждением возможности советского человека из народа достичь величайших высот, выходя за пределы земной атмосферы. Это стало не только техническим прорывом, но и мощным политическим заявлением для остального мира, демонстрирующим силу и инновации Советского Союза. Решение о выборе первого космонавта обсуждалось на высшем уровне, в Министерстве обороны и других ключевых структурах руководства страны. Загадочным образом все сложилось воедино для Юрия Гагарина, который 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1» в течение 1 часа и 48 минут совершил оборот вокруг Земли, фиксируя новую эру в истории человечества. Но его возвращение и непредвиденные последствия полета – это отдельная история, несущая свои интриги и вызовы. День полета. Ранним утром 12 апреля 1961 года космодром Байконур, расположенный на территории нынешнего Казахстана, стал ареной исторического события – первого полета человека в космос. Юрий Гагарин, одетый в оранжевый скафандр, сел в знаменитый автобус ЗИЛ-134, и отправился к ракете-носителю «Восток». В 9 часов 7 минут по московскому времени раздался мощный рев двигателей, поднимающий ракету в воздух. Корабль «Восток-1» устремился к атмосфере, выполняя один полный оборот вокруг Земли. За 108 минут полета Юрий, ставший первым человеком в космосе, доказал невероятные возможности науки и смелость человечества. Внутри капсулы в моменты перегрузок и невесомости Гагарин сохранял спокойствие и сосредоточенность. Его знаменитое «Поехали» прозвучало не только в наушниках, но и в сердцах многих людей по всему миру. В центре управления все шло по плану, отработанная техника и бдительное внимание инженеров обеспечивали безопасность миссии. После завершения полета капсула с Гагариным приземлилась в Саратовской области, неподалеку от деревни Смеловка. Исторические 108 минут от начала марафонского орбитального пути до касания земной поверхности изменили мир навсегда, став символом советской мощи и технического прогресса. Однако даже столь яркое достижение не могло предугадать будущие вызовы и испытания в жизни Гагарина. Он продолжил вдохновлять и вести за собой других, пока судьба не начала писать новую трагическую главу его невероятной истории. Возвращение и слава
спускаемый аппарат Юрия Гагарина в то судьбоносное утро 12 апреля 1961 года совершил свою посадку недалеко от города Энгельса в Саратовской области. Однако сам Юрий приземлился отдельно, катапультировавшись с высоты и спускаясь на парашюте. Этот эпический момент вошел в мировую историю как начало новой эпохи. Эта дата не просто день, но настоящее космическое событие. Официально была провозглашена как День космонавтики. Праздник, имеющий глобальное культурное значение. С тех пор ежегодно эта дата напоминает нам о сверхъестественном достижении, которому суждено было изменить взгляды человечества на звезды. На момент полета Юрий уже обладал званием майора ВВС СССР. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено после успешного возвращения, закрепляя его подвиг на государственном уровне. Со словами «Поехали», произнесенными Гагариным при старте ракеты-носителя «Восток», началось его путешествие, а слово значительно укрепилось в культурной памяти многих народов. Огромная заслуга в подготовке и реализации полета принадлежала выдающемуся конструктору Сергею Павловичу Королеву. Именно он руководил созданием ракеты и корабля «Восток», воплощая инженерное наследие, открывшее двери во Вселенную. Конечно, Юрий Гагарин сразу не стал народным любимцем. Его настоящая мировая слава формировалась в последующие дни и месяцы. Гагарин начал путешествовать по миру, участвовать в многочисленных зарубежных поездках и активной общественной деятельности. Знаменитые встречи, конференции, правительственные делегации и дипмиссии наполнили его жизнь новыми красками и испытаниями. Несмотря на изменения и глобальное признание, Юрий оставался верен себе. Космонавт и военный летчик, продолжавший свою профессиональную деятельность до самой трагической гибели в 1968 году. На волнах мирового признания и славы Гагарин оставался символом надежды и вдохновения для миллионов, чья история вновь и вновь заряжала мир верой в то, что человечество способно достичь невозможного. Менеджмент успеха. После исторического полета, который продлился 106 минут, Юрий Гагарин стал не просто национальным героем, но и международным символом. Он был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден Орденом Ленина. Внезапная лавина славы обрушилась на него, требуя привыкания к вниманию прессы и постоянным зарубежным визитам. Уже в конце апреля 1961 года он отправился в первую международную поездку, которая длилась несколько лет и охватила десятки стран. Несмотря на восхождение по общественной лестнице, Гагарин не отошел от военной службы. Хотя и больше не участвовал в боевых полетах, он продолжал работать в космической сфере и числился в ВВС СССР. Из-за опасений властей за его жизнь было решено не подвергать Гагарина риску повторного космического полета. Однако к началу декабря 1967 года он вновь вернулся к самостоятельным вылетам на самолете. Его статус символа народа диктовал объемы общественных обязанностей, которые наряду с его деятельностью по подготовке космонавтов заняли большую часть времени. Тем не менее, Гагарин находил место и для своих увлечений. Он любил водные лыжи и коллекционировал кактусы. Все это позволяло ему оставаться тем же простым человеком, каким он и начинал свой путь. Важно помнить, что, несмотря на почет и признание, Гагарин не поставил славу выше внутренней цели. Его жизнь оборвалась 27 марта 1968 года в результате катастрофы при тренировочном полете на МиГ-15. Однако его наследие продолжает вдохновлять поколение за поколением, подчеркивая, что величие человека определяется не славой, а стремлением следовать за мечтой. Личная жизнь Валентина Ивановна Горячева не просто спутница космонавта, но и медицинский работник Центра управления полетами стала женой Юрия Гагарина в 1957 году. Их брак был скромным, но наполненным любовью. Семья была опорой для Юрия, особенно после рождения дочерей, старшей Елены в 1959 году и младшей Галины в марте 1961 года, за месяц до его исторического полета. Елена, впоследствии ставшая искусствоведом и директором музея «Московский Кремль», и Галина, успешный экономист, всегда оставались для Юрия источником гордости и радости. Семья Гагариных была настоящей крепостью, где царили любовь и поддержка. Именно на жену и детей обращал свое внимание Юрий в своих письмах, прося Валентину беречь детей и жить дальше, что подчеркивало его искренность и простоту. Юрий также увлекался спортом и садоводством, уделяя много внимания своей небольшой коллекции кактусов. Вокруг дома Гагариных всегда было оживленно, утки, цыплята, белки и даже лань добавляли атмосферу простоты и
и теплоты, которая окружала великого космонавта в его личном пространстве. Несмотря на огромную славу, которую принес ему полет в космос, Юрий оставался тем же скромным человеком, каким его знали близкие. Валентина Ивановна, сохранившая память о муже, никогда не вышла замуж повторно, хранит воспоминания о Юрии с трепетом и любовью. Прочность семейных уз и простота личных интересов Гагарина только усиливали его авторитет и значимость в сердцах близких и поклонников. Рассказ о них — это истинная история человека, который, несмотря на все достижения, оставался верен себе и семье. Трагическая гибель. Утром 27 марта 1968 года Юрий Гагарин вместе с инструктором Владимиром Серегиным поднялся в небо над Владимирской областью на учебном самолете МиГ-15УТИ. Это был его последний полет, который, увы, закончился трагически. Самолет потерпел крушение недалеко от деревни Новоселово, оставив множество вопросов без четкого ответа. Полет начался в 10:19, и уже через 11 минут Гагарин сообщил о завершении тренировочных маневров, получив разрешение на возвращение. Спустя минуту произошла катастрофа, в ходе которой самолет разбился. Официальное расследование, проведенное Государственной комиссией с участием конструкторов и сотрудников КГБ, выяснило, что крушение стало следствием резкого маневра из-за изменений в воздушной обстановке. Одна из тех ошибок, к которым человек не был напрямую причастен. Спекуляции вокруг катастрофы породили множество теорий — столкновение с погодным зондом или воздействие турбулентности. Но ни одна из версий не получила официального подтверждения. Отказов техники, как и следов посторонних веществ, найдено не было. Все словно укрыло завесой тайны тот последний полет Юрия Гагарина. Важно помнить, что его высокие профессиональные навыки всегда ставились в пример теми, кто был рядом. Возможно, именно поэтому гибель героя всегда ворошила домыслы и спекуляции, ведь официальные материалы долгое время оставались засекреченными. Несмотря на это, его величайшее наследие живет и вдохновляет грядущие поколения на новые великие свершения, словно яркая комета, пронизавшая Землю. Наследие и влияние. Юрий Гагарин навсегда вошел в историю как человек, который в 12 апреля 1961 года открыл человечеству дверь в космос. Стартовав ровно в 9 часов 7 минут утра по московскому времени с космодрома Байконур, расположенного на территории Казахской Советской Социалистической Республики, Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. За 108 минут его корабль «Восток-1» совершил один оборот вокруг Земли, навсегда изменив представление о возможностях человечества. Полет Гагарина не только стал выдающимся достижением советской космонавтики, но и мощным символом прогресса Советского Союза в космической гонке. Эта миссия усилила интерес к пилотируемым космическим исследованиям по всему миру, вдохновляя специалистов и молодежь изучать астронавтику, физику и инженерию. Примером служит активное развитие американской программы «Аполлон» с целью высадки на Луну, начавшейся вскоре после полета Гагарина. Научные данные, собранные в ходе его полета, стали базой для последующих космических исследований и обусловили создание новых технологий. Каждый этап этой миссии продемонстрировал возможности человечества и стал катализатором к дальнейшему освоению космоса. Хотя политические разногласия между странами существовали, полет Гагарина выделился как мировой символ научного достижения. Однако стоит осознавать, что международное сотрудничество в космосе начало развиваться позднее, под влиянием множества геополитических и научных факторов. Тем не менее, символ Гагарина остается актуальным, продолжая вдохновлять все новые поколения инженерных умов к дальнейшим свершениям. Кто знает, какие звезды и планеты будут названы в его честь, когда человечество покорит новые космические горизонты. Мифы и слухи. Множество мифов и слухов окружает имя Юрия Гагарина, но среди них стоит разбить ряд заблуждений. Начнем с даты рождения. 8 марта как праздничный день иногда в шутку упоминался, но официально рождением Гагарина считается 9 марта 1934 года. Эта дата закреплена в документах, не оставляя простор для интерпретаций. Причина же, по которой Гагарин стал первым космонавтом, связана не только с его происхождением. Да, он происходил из крестьянской семьи, но это не было решающим фактором. Юрия выбрали благодаря его исключительному профессионализму, дисциплине и физической подготовке. Члены отряда космонавтов единогласно признали его лидерство в открытом голосовании, подтверждая его выдающиеся качества. Особое внимание стоит уделить и оказанию на Землю. Несмотря на слухи, Гагарин и в самом деле приземлился на парашюте отдельно от капсулы. Такое было предусмотрено конструкцией корабля «Восток-1» и являлось запланированной частью миссии, а не форс-мажором. Личная жизнь Гагарина окружена легендами, в том числе и неподтвержденными историями о заграничных покупках и роскошном образе жизни.
На самом деле он вел достаточно скромный быт, соответствуя своему образу человека из народа. Напоминаем, что Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиакатастрофе под Владимиром, что стало горьким моментом в истории. Полет же его совершился на космическом корабле «Восток-1», стартовавшем с Байконура и вернувшемся на Землю спустя 106 минут в Саратовской области. Знание фактов позволяет не только развеять мифы, но и вернуть истинное признание великим достижениям, оставляя в центре внимания смелость и человеческие качества Юрия Гагарина. Теперь наступает пора открывать новые горизонты и заглянуть за пределы мифов, держащихся в соцумении.